Всем привет! Хочу поделиться впечатлениями о своем недавнем путешествии, о котором я давно мечтала, потому что главная тема этого путешествия — Альпы. Вообще, я считаю, что горы — это очень красиво, это невероятные пейзажи. Ты смотришь на это и не веришь, что это не нарисованная картинка. Каждый раз, когда я попадаю в горы, я реально кайфую. Но до гор мы еще доберемся. Так получилось, что в Австрии я вообще еще никогда не бывала, и это путешествие я решила начать именно с Вены. Перелет из Амстердама в Вену стоил 108 евро, это без багажа. Впервые попробовала австрийские авиалинии. Мне понравилось, было быстро, легко, без задержек, что вообще очень большая редкость, особенно если вылетаешь со Скипхола. И дают какие-то плюшки на борту и напитки. И очень лояльно относятся к небольшим перевесам ручной клади. Я вообще очень удивилась, когда у меня начали проверять ручную кладь, но в итоге все обошлось, и даже с небольшим перевесом меня пропустили. И вот я вылетаю из дождливых Нидерландов, где я вообще размышляла, мне одевать куртку или в кофте сойдет, или в свитере, или может вообще сапоги одеть. И оказываюсь в солнечной Вене. Солнечной и жаркой, как Одесса. Вена. Такая разная, интересная, наполненная туристами и культурными достопримечательностями. Она впечатляет раз и навсегда своим масштабом. И когда я говорю о масштабе, я знаю, те, кто был в Вене, поймут, о чем я говорю. В общем, первым делом я оказалась в метро. Там нет гейтов, но есть чек-ин-поинты. В автомате покупаешь билет. Билет стоит 2,40. Обязательно нужно не забыть его прокомпостировать на входе. Заходишь ты в открытую, то есть наверняка там есть какие-то частые проверки билетов. На метро можно приехать прямо в самый центр, буквально выйти в пешеходную зону и оказаться под собором Святого Стефана в таком готическом стиле. И ты сразу смотришь вокруг и не знаешь, куда первым делом смотреть, потому что настолько все красиво, настолько много деталей и настолько сконцентрирована вот эта красота вокруг тебя и нависает над тобой. Вокруг тебя водят экскурсии, слышится, что и на русском языке много экскурсий проводится. Проезжают кареты, везде цокают вот эти лошадки. В общем, такая серьезная движуха, как будто ты находишься в огромном городе. Сразу создается впечатление, будто это очень большой город, хотя на самом деле ее легко можно обойти пешком, и не такая уж она на самом деле и большая, эта Вена. И вот ты идешь как бы по центру и думаешь, она здесь реально крутая, но она не может быть такой крутой по всему городу, это наверняка только центр так красиво сделали. Но ты идешь и оказываешься уже в каком-то жилом районе, и Вена по-прежнему выглядит празднично, по-прежнему ухоженно, фасады красивые, нигде ничего не облуплено. Кстати говоря, фасады очень похожи на одесские. Именно форма, именно архитектура, и вот можно даже сравнить. Единственное различие, конечно, это то, что все время за ними следят и все время приводят в идеальное состояние, и поэтому оно выглядит очень красиво. Какие достопримечательности смотрят обычно в Вене? Во-первых, это дворец Шонбрунн. Это резиденция австрийских императоров династии Габсбургов. И считается, что это один из самых красивых дворцово-парковых ансамблей в Европе. Парк, в котором есть статуи, фонтаны, всякая красота, и на это все приятно смотреть. Еще одна резиденция Габсбургов – это красивый дворец Хофбург. Это роскошное здание, дворы, парки, внутренние площади. Единственное, что так как было очень жарко, то сразу становится заметно, насколько много
в Вене открытых пространств и насколько мало тенечка, чтобы спрятаться. Но еще стоит как минимум увидеть издалека здание Венской оперы, а лучше поближе посмотреть, а еще лучше сходить. Ну, я не сходила, так как время было ограничено. На Одесский оперный театр вообще не похоже. Обязательно нужно побывать на площади Шварценберг-плац. Там находится мемориал советским солдатам, то есть такой памятник и фонтан. И на памятнике, кстати говоря, написано «Вечная слава героям Красной Армии, павшим в боях с немецко-фашистскими захватчиками за свободу и независимость народов Европы». Если от этого мемориала пойти по левой стороне и пройти чуть-чуть дальше вглубь улицы, то по правую руку от вас будет вход в еще одну достопримечательность Вены, которая называется Бельведер. Обязательно тоже стоит посмотреть. На самом деле это как бы два дворца, Верхний и Нижний Бельведер. Тоже еще один дворцово-парковый комплекс. В Верхнем Бельведере есть галерея, в которую можно сходить, и для этого нужно купить билеты. Вот когда вы проходите к этому входу, вы сразу видите, там написано «билеты можно купить», и так кажется, будто дальше пройти нельзя, и ничего увидеть без билетов нельзя бесплатно. Но на самом деле это не так. Если пройти еще немножко дальше, то будет вход напрямую в эту парковую зону, как бы, где можно просто погулять, посмотреть на эти дворцы снаружи, а уж если вы хотите зайти внутрь, то придется купить билеты. На самом деле просто интересно даже погулять вокруг, поэтому стоит туда как минимум прийти. Ну, опять же, там тоже все открытое пространство, очень много открытых и очень мало тенечка. И главное, что на всем этом открытом пространстве кипит работа даже в такую жару, то есть люди на открытом воздухе подстригают деревья, подстригают газоны, люди заботятся о том, как все выглядит. Вообще у меня создалось такое впечатление, что в основном все достопримечательности Вены пытаются подкупить своим богатством, своим даже пафосом в каком-то смысле. То есть все такое красивое, но от этого тоже устаешь, это начинает немножечко давить. Для тех, кто хочет увидеть немножко другую Вену, я бы им посоветовала пойти посмотреть на дом Хунdertwasser. Это такой вроде как обычный жилой дом. Он находится немножко в отдалении от центра, но там много туристов, потому что этот обычный жилой дом выглядит очень необычно. Такое впечатление, что все милые детали, какие только могут быть, объединили в одно здание, то есть там и балкончики, и какие-то выступающие части, наверху растительность, деревья, статуи. Это все выглядит очень необычно, и на это интересно смотреть, интересно рассматривать с разных сторон, потому что нет ничего похожего, никакой похожей детали в этом одном здании. И это просто была задумка одного художника-архитектора Хунdertwasser, и он просто воплотил это в жизнь. Это не сильно старое здание, но было построено в 20 веке всего лишь, и оно пользуется большой популярностью у туристов. Ну а под этим домом такое подобие дворика, и там есть вот этот фонтанчик, тоже очень красивый. Еще это телефонная будка. Я, кстати, слышала, что есть похожие проекты в других городах, но впервые мне довелось это увидеть своими глазами. Кстати, прямо рядом с этим домом есть неплохое кафе. Оно называется «Столичное». В этом кафе русскоговорящие хозяева. Еще там вкусная еда. У них есть менюшки. Например, в одно меню может входить супчик, куриный шницель. Да, знаю, куриный шницель – это не совсем правильный шницель, но от этого он не менее вкусный. И яблочный штрудель на десерт. И все это можно запить вкусненьким квасом. И вот на троих это нам обошлось в 40 евро. И я считаю, по австрийским меркам это вообще неплохая цена, но при этом все было вкусно. Находится прямо под вот этим вот домом Хунdertwasser. Что замечаешь в Вене, так это то, что много кто говорит по-русски. Вокруг тебя все время слышится родная речь. Но при этом, кому бы ты ни обратился вообще в Австрии, тебе любой человек ответит на английском легко. То есть проблем с английским нет. Мне почему-то казалось, что там, как в Германии должно быть, где
Немецкий чуть ли не дело принципа, тебе на английском редко ответят. Но оказалось, что это не так, и у австрийцев все с английским прекрасно, они очень легко переключаются. На что еще я обратила внимание, что очень круто, по моему мнению, везде разбросаны по городу прокаты самокатов. То есть велосипедов у них не так много, а вот прокатов разных полно, причем можно там даже установить приложение, проверить цену. Я проверила, один прокат стоил 18 евроцентов в минуту. Там очень много людей ездили на электросамокатах. Мне нравится, что эта тема у них пользуется популярностью. Вот если с Нидерландами сравнить, то в Нидерландах все на велосипедах, а электросамокаты вообще почти нелегально, и нужно пройти целый квест для того, чтобы иметь самокат и пользоваться им. Ну, я, кстати, подумываю этот квест все-таки пройти, потому что самокаты — это круто. Но велодорожки вот у них стрёмные, потому что либо они совмещены с пешеходной частью, то есть пешеходы шугаются от того, что велосипедисты рядом проносятся, либо это такая огражденная небольшая область на проезжей части автомобильной, и там такой серьезный трафик, надо сказать. И мне было бы, например, стрёмно на велосипеде посреди дороги практически ехать с таким трафиком. Общее впечатление: Вена по-своему интересная, у нее есть какой-то свой неповторимый характер. Она пытается впечатлить своей ухоженностью, красотой. Но для жизни, мне кажется, этот город был бы немножко тяжеловат. А для посещения я его очень рекомендую. Чем меня уж покорила Австрия сразу в Вене еще, это электросамокатами и знанием английского языка. Но для меня Вена — это только начальная точка моего путешествия, и дальше пора ехать, погружаться в настоящую австрийскую атмосферу, смотреть на прекрасные пейзажи, горы и много чего еще интересного. Об этом я расскажу в следующих выпусках. Спасибо, что смотрите. Подписывайтесь на канал и следите за продолжением этого крутого путешествия. Ну что, до скорого. Пока!